Всем привет! Сегодня буду оформлять торт с предыдущего видео, и как раз меня многие спрашивали, как же можно применить сахарную картинку в оформлении тортов, то есть на что ее клеить, вообще как ее использовать и не боится ли она влаги. И что же сделать, чтобы ваш торт доехал до праздника именно в том виде, в котором вы его приготовили, с использованием сахарной картинки. Как раз в этом видео я буду об этом рассказывать. И досмотрите это видео до конца. В конце мы будем объявлять условия февральского розыгрыша, и как раз вы узнаете, какие же призы для февральского розыгрыша предоставил нам успешный кондитер. Итак, начинаем оформлять торт. Каждое оформление торта начинаю с покрытия. Для стабильности при транспортировке я покрываю все торты ганашем, выравниваю практически до идеального состояния, а потом уже наношу слой крема. Я использую творожный крем, рецепт которого я уже неоднократно давала. Выровняла торт, и пока он в холодильнике, я занимаюсь изготовлением элементов декора для моего торта. Сахарные картинки глазурь я приклеиваю с помощью геля глянец. Он отлично ложится на сахарную бумагу. Также, если я приклеиваю сахарные картинки к мастике, я также использую его. Если, предположим, я сахарной картинкой хочу украсить глянцевую поверхность, зеркальной глазурь я имею в виду, то просто так тоже кладется, так же, как и на крем. Такая картинка на зеркальную глазурь. Для того, чтобы украсить велюровую поверхность сахарной картинкой, мы обратную сторону также можем смазать смесью какао масла и шоколада, то есть смесью для велюра. И также все отлично будет держаться у вас. Так, в принципе, все заготовки я уже сделала. Эту картинку сахарную я буду наносить прямо на крем, приклеивать. Также, если вы не уверены в креме, или вы боитесь, что у вас поплывет сахарная картинка, или же вам нужно надолго оставить в холодильнике торт с сахарной картинкой на креме именно, то лучше, конечно, тоже защитить поверхность гелем глянец, либо еще шоколадом можно, но гель глянец он все-таки помягче, и картинка как бы ровнее, что ли, будет лежать на креме. То есть лучше использовать либо нейтральный гель, либо вот гель глянец. Мне он больше нравится, потому что лучше ложится, то есть у него такая консистенция помягче, чем у нейтрального геля. Также еще спрашивали очень много вопросов, чем я делаю вот такие вот цифры практически для всех своих тортов. Это вот такие вот вырубки, оптимальный размер 7 сантиметров. Все это также продается в успешном кондитере. И вот такой вот молд с буквами тоже выручает меня практически в каждом торте. Такие вот буковки быстро делаются, и то есть любое слово можно из них сделать. Из изомальта для своего торта я также еще подготовила леденцы. Почему из изомальта? Почему я не использовала стандартный рецепт леденцов? Мне нужен был голубой цвет, а вот такой вот голубой, чисто голубой цвет получается только из изомальта. Когда добавляешь голубой краситель в леденцы, то есть в стандартную смесь, они получаются с зеленцой, не очень красиво смотрится. И, конечно же, меренги, куда без них. Они очень нравятся детям, особенно на палочках-завитки. И практически тоже через раз, наверное, я их использую. Прекрасное дополнение к сладкому столу. Если кто-то, предположим, не хочет торт, то может прекрасно полакомиться вот такими вот угощениями. Так, торт у меня с холодильника. 2 часа он постоял в холодильнике. Крем у меня полностью застыл. И теперь я могу его немного окрасить. Окрашивать я буду водорастворимыми красителями. Cake Color, цвет Indigo Carmen синий. Он мне больше всего, наверное, по душе. Я его очень часто использую. Мне нужно только затонировать низ торта. В самом центре верхушки торта у меня будет главный герой. Это босс молокосос. Я его рисовала водорастворимыми красителями Cake Colors. Это у меня единственное рисованное оформление в этом торте. А все остальное будем оформлять с помощью сахарных картинок. Вот такой торт 2 в 1 у меня получился. Торт
и кэнди-бар. Такое оформление очень популярно, особенно для детских праздников. Мне самой нравится такой вид оформления. Мне кажется, и детки в восторге, и родители счастливы, и я довольна, что смогла всем угодить. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго. Рано попрощалась, ничего не рассказала о розыгрыше. В феврале у нас призами является съедобная бумага, 4 вида и, соответственно, 4 призовых места будет. Будем разыгрывать вафельную тонкую бумагу 100 листов, 50 листов толстой вафельной бумаги, 25 сахарной и шокотрансферной бумаги тоже 25 листов. Про сахарную бумагу я уже сегодня вам много что сказала. То есть я ее чаще всего сейчас использую. Раньше использовала чаще всего вафельную тонкую бумагу, которую я наклеивала обычно картинки на мастичную основу и также прикрепляла либо к крему, либо к пряникам, то есть глазури. Толстую вафельную бумагу я редко использовала, но в основном она плотно, на ней изображение получается ярче. И в основном ее использую для того, чтобы украсить кремовый торт. Если у вас крем на масляной основе, то на застывший крем вполне 2-3 часа с этой картинкой ничего не будет. Про время остальное я не могу ничего не сказать, потому что я настолько надолго не оформляла торт. То есть я съедобной бумагой стараюсь оформить торт в день сдачи, не оставлять его надолго в холодильнике и так далее. Шокотрансферная бумага — это для меня новый материал. Я уже показывала, что я из нее делаю открытки на 8 марта, на 23 февраля. Также буду делать шоколадные открытки из нее. Большие возможности вообще в оформлении открываются с приобретением, с использованием этой именно бумаги. Если у вас нет, к примеру, пищевого принтера, про это я уже неоднократно говорила, вафельную тонкую бумагу вы можете использовать для вафельных цветов, либо также я еще делала из нее хвост для золотой рыбки, очень даже красиво получается. Остальные виды бумаги предназначены только для распечатки изображений, но тоже вы можете выйти из положения, заказав со своей бумагой, обратившись к человеку, у которого есть пищевой принтер. Я думаю, это не будет большой проблемой. Условия в этом месяце такие же простые, как и в прошлом. Вам необходимо сделать репост в одной из соцсетей и оставить ссылку на свой репост в комментариях под этим видео. И часто делают такую ошибку: если просматривают видео в Одноклассниках или ВКонтакте, то оставляют там ссылки. Это неправильно, нужно обязательно оставлять ссылку в комментариях под видео на YouTube. Итоги розыгрыша уже по сложившейся традиции мы объявим в прямом эфире 28 числа, в последний день зимы, так скажем, поднимем вам весеннее настроение. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.